Так ведь Меша зову, а?
производные колонны района. Слышь, Верка не приходила? А? Ты слыхал, что говорят? В четверг конец света будет. Эти, как их, шведы предсказали. Надо бы солью запастись, крупой. Я вот на всякий случай галоши прихватила с фабрики. Это Вильям Артурович. Приехал на праздники, поживет у нас. Троюродный брат Маши. Познакомься. А он ничего не слышит, но все понимает. Подлюка.
Вставай, вставай, его проиграли в карты. Кого? Вставай, его проиграли в карты. Человека, вставай. Вовка, вставай, если ты не сможешь, то никто не сможет помочь. Вставай. Что делать-то? Идти, что ли? Да, вставай. Или я сама пойду на нож. Вставай, вставай. Пойдем, Вовка. Давай. А то сама пойду на нож. пусть и спит. Вовка, может, ты погуляешь или к Лёшке пойдешь?
дерзай, сверхчеловек, где чувства их и мысли пламя. Да не сравняться с нами ты. К помощи моей прибег. Ну что ж, дерзай, сверхчеловек. Желанный гость, ты где-то здесь плывешь! Дух, Петя! Желанный дух, ты где-то здесь плывешь! Пахнуло жутью замогильной! Явись, явись! Сердце ноет, с какой силой дыхание захватило, все помыслы мои с тобой сплелись! Явись, явись, явись! Пусть это жизни стоит! Не то, Петя, не то! Понимаешь, ты его зовешь как любовница. Это не любовница твоя, Петя, а дух! И значит, в тебе силы есть, которые заставила повиноваться. Ладно, пошли. Ну давай здесь работай! Здесь не получится, пошли за мной! Желанный дух, ты где-то здесь плывешь, пахнуло жутью замогильной, Я явись! ничего не слышу, пошли за мной! Володенька, теперь твой текст. Володенька, ближе, ближе. Давай и твоя реплика. Кто звал меня? Реплика! Реплика, я сказала! Ну что ты молчишь тут? Ну что, ну? Реплика твоя, ужасный вид! Ужасный вид! Костюм! Нет уж ты, постой! Постой, я сказала! Я заставлю тебя играть! Не буду я играть! Ужасный вид! Ужасный вид! Я заставлю тебя играть! Не буду я играть! Подожди, я сказала! Я сказала, подожди! Я заставлю тебя! Да идите! Я заставлю тебя играть! Не буду я играть! Ужасный вид!
могила моей матери. А здесь мой отец. Я раньше электриком был на фабрике. Работка у нас горела, и меня сильно побило. А у меня отец актер. Как фамилия? Фролов. Тот самый? Тот самый. Народный артист? Да. Зачем ты в этом кружке играешь? Я с детства мечтал стать артистом. Мы здесь раньше жили. На том берегу Старицы.
Вот, Яков Михайлович, я привел к вам человека, о котором мы говорили. Готов ли ваш крейсер к выполнению боевого задания? Готов-то он готов. Только вот единства в братве не хватает. О, мутит воду черт поддонный. Кто же таков? Да меньшевик Сосара, понимаешь. А я ж говорить не обученный. Я простой комендор. Говорить не надо. Руководить будете. Яков Свердлов, заслуженный артист Милентьев. Эскадра проходит фарватером и встает и выстраивается. Вот так. А если развернуться и сразу на оба фарватера попеременно? Хорошо. Последний вопрос. Как эта гласность повлияла лично тебя? На тебя? Куда? Да ладно, пошли, не смущайся. Пошли, я тебе говорю. Вот, познакомьтесь. Мой друг, Вальдемар. Твой поклонник. Тоже на спектакле был. Ах, вот как. Очень хорошо. Одну минуту. Где ты был?
быть, это шляешься? Мне надоели эти звонки из института. Ты что, забыл, как я умолял ректора? Отстань, надоел. Ты видела эту пьесу? Какая она есть? Хорошая? Это жуткая бодяга вообще, вчерашний день. А режиссер вообще ни к черту. Что это? Ну, понимаете, она слишком компетентна по языку, слишком убог по замыслу. Правда, актерская игра скрашивает суггестивность режиссуры, но... Мы возили этот спектакль в Париж. Буржуазия в мехах и бриллиантах смотрела на наших матросов, ничего не понимала и аплодировала. Обратите внимание, но это не дорога к храму, это в тупик дорога. В тупик. Один анекдот про Мирзояна. Вывезли этого дурака в Рим. И пошел в платную уборную по своей нужде. Все сделал, а выйти не может. Не соображает, что нужно еще заплатить, чтобы выйти. А самолет уже отправляется в Москву. Мирзояна нет. Волнуются, ждут. Похитили, убили. Перед самым отлетом прибежал. Весь, извините за выражение, в дерьме. Оказывается, он там через какие-то подвалы выбирался, решетку ломал. Кто есть Мирзоян? А это автор фарса, который вы сегодня видели. Нет, это не дорога к храму. Декаданс какой-то. Как вы считаете? Весь маразм идет от нашего главного режиссера. Только маразматик может в наши дни ставить революционных братишек. Дело, по-моему, не в братишках. Дело в том, что вы играете ложь. Вот вам и говорят, молодой человек, что пьеса плохая. А зачем тогда за нее браться, во Францию возить? Вы же и лауреатом стали из-за нее, по-моему. Скажи-ка, Даня, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана. И были ж схватки боевые, да говорят еще какие. И даром помнит вся Россия про день Боровина. Вова, у нас гости. Глобального боя с маршевыми, строевыми и казачьими песнями вошли в город участники похода, одетые в форму Преображенского и Черниговского полков, народного ополчения, Наполеоновской армии. Пушка, кстати, настоящая, в музее города Нахабино.
А кивера и мундира, серьбанты и жилеты ребята сшили сами. Многие участники похода таким образом проводят свои отпуска. Кстати, здесь под Борисовым французский император Наполеон потерял не только более 30 тысяч солдат, но, как гласит популярная в этих местах легенда, здесь в озере утонула и золотая карета с награбленными сокровищами. Возможно, участники будущих походов присоединятся к поиску сокровищ, а пока... Основной целью мы ставили пробудить людей, народ, население тех местностей, через которые мы проходили, тех городов, сел, к изучению истории, к изучению своего родного края. Как вы считаете, удалось вам это? Я считаю, что в какой-то мере да. Потому что, скажем, если вы последний по маршруту похода, как тебе его место? или создают, по крайней мере, военно-исторические Ничего, да? клубы по интересам. Да, но когда к Лёшке пойду. Полоцкие. Потому что одна цель у нас Переночую. давай. Именно создание средств или фонда средств для восстановления русских памятников во время... А, Вальдемар? Опять ночевать негде? Есть хочешь? Да, хочу. Входи. Прихотливый ты человек, Володька. Недалекий, но пронзительный. Если у тебя какие трудности, скажи. Так, мол, и так, Леша, трудности у меня. И Леша сделает. Жижи и кровавые харькать будут. Есть у меня в буфете 2 хромированных лезвия. И оба для тебя. Ты понял? На. Не извилистый ты, а честный. Одного только не пойму, а чё тебе баб нет? Не знаешь, как их взять? Ну так я научу, а ты запишешь. И назовешь рассказ бывшего мясника Лёхи. Лады? Как сказал поэт Пушкин. Ну так вот, заведи себе сберкнижку. 5 есть? Поехали. Нету? Ну так я тебе должу. Сберкнижку дадут тебе в руки. Приходи домой и припиши к этой цифре нуля 4. Ну слушай, Лешеньку дом не научит. Знакомишься с бабой и ведешь ее домой. Или нет, я тебе для этого уступлю свою квартиру, у тебя вечно кто-то живет. Ну так вот, приходите, располагаетесь. И вдруг ты говоришь: радость моя, что-то у меня спина зачесалась. А не пойди ли мне помыться? Ну, а на столе оставляешь как ненароком свой паспорт и сберкнижку. На счету которой сколько? Правильно, 50 тысяч. Поехали. Скажи мне, где есть такая женщина, которая не посмотрит чужую сберкнижку до отсутствия хозяина? А? Как писал поэт Пушкин? Слыхали ли вы? Нет, не слыхали. У меня была одна такая. Гордая. Я для нее 10 О приписал, она аж остекленела. Это все твое? Нет, не мое, говорю, твое. Мне нужно, чтобы ты меня отвозила на работу и привозила. Для этого куплю тебе тачку. Работать не будешь, зато дом постережешь. Усекаешь? И сказал ей через час. Нет, Дуся. Не сходимся мы характерами. Мне другая нужна. Честная. Леш, можно я плащ сниму?
А вот и менты пришли. Дусю на место поставь. Вальдемар, руки вверх. Тебе. Здорово, Леша. Привет. А мне мать сказала, что ты здесь ночуешь. Да, Николай. Ты правильно ему врезал, потому что он кудахчет постоянно как курица. Рим, Париж, франки какие-то, шиллинги. Я когда в училище поступал, он и декану все уши прожужжал. Я 2 раза только на мастерство сходил специально, на свой мне просто. Я считаю так, если он меня туда засунул, пусть сам отвечает. Но ведь верно. Меня этот прохвост, вот, я ему что скажу, а то и сделает. Хочешь, тебя в учебу сделать? Дуба с образованием, класс
Вы знаете, мне думается, что нынешняя молодежь как никогда, я подчеркиваю, как никогда нуждается в революционной теме. В той удивительной романтической патетике первых лет революции. Скажите, а можно ли считать эту тему главной темой в вашем творчестве? Вы понимаете, она ведь и есть главная. Ведь если мы начинаем терять те светлые образы веры, я не думаю, что переосмысливание истории, столь сейчас модное в современном контексте, приведет нас к правильному истинному выводу. Это мое мнение. Потому что сейчас, повторяю, в моде стало вводить в историю новых действующих лиц, обелять наших идейных противников и вообще стушевывать классовые противоречия как-то незаметно, но очень направленно в итоге. Готов, он готов. Только вот единственного не хватает. Он мутит воду, черт поддон. Кто же таков? Да меньшевик сосал. А я говорить не обучен. Вовка пришел. Че, я не вижу, что ли? Роль Федора. Вы знаете, я должен вам вообще сказать, что пьеса Мирзояна «Крейсер» одна из самых моих любимых пьес в репертуаре нашего театра. Несмотря на то, что мы играем классику, великую, замечательную, но эта пьеса по-своему удивительна. Иногда я слышу мнение, что она устарела, что она не в духе новых веяний, новых, так сказать, перемен и перестройки театрального дела в целом. Но мне лично видится в подобной точке зрения либо, вы меня извините, снобистское невежество, либо прямой призыв к забвению нашего славного революционного прошлого. Иначе подобную точку зрения я расценить не могу. Пьеса замечательная. Вы вчера смотрели спектакль, вы видели, как зал, как слушают нас люди. Это же самое дорогое. Не знаешь? Господи, Вовка, где ты-то обжегся? Ты что, чайник поцеловал? Вов, у тебя что, появилась женщина? Скажи, а кто она? Ну, как ее зовут? Вов. Знаешь, а Коля опять запил. Скажи, откуда я взялся в вашей семье? Ты знаешь, кто такой ангел истребления? Наверное, знаю. Такая штука, 40 крыльев, хвост, глаза, мрак какой-нибудь.
Это тот, кто силой, данной ему свыше, уничтожает зло. Как это зло? Людей, что ли? Людей. А этот ангел человек? Кто ему дал силу? Пришельцы, что ли? Почему бы им самим не искоренить зло? Вообще, зачем отдавать силу человеку? Они что, ничего не понимают в людских делах? Бля, что дело-то? Этот ангел я. Видишь мои губы? Он поцеловал меня, передав силу. А если ты поцелуешь другого человека? Ничего не случится. Сила останется при мне. Только если я захочу избавиться от нее, я должен буду поцеловать землю. Как же ты будешь судить людей? Ты что, так хорошо разбираешься в них? Нет, но я получил дар предвидения того, что может случиться с человеком в будущем. Ну и что же случится со мной? Тебе я не могу этого сказать. Не вижу. Чтобы я мог увидеть будущее человека, мне необходимо на него рассердиться. Понимаю. Можно я буду называть тебя ангелом тотального истребления? Ты, кажется, не веришь мне? А как выглядело существо, которое передало тебе силу? А вот это не важно. И еще он показал одну странную вещь. Будто мой отец не родной. А я совсем от другого. Может быть такое? А как ты думаешь? Ты ангел, тебе виднее. Лех, можно тебя поживет немного? Только у него денег нет. Леха, этого барахла наедался, Леха, 300 тысяч имел за раз. И все благодаря разрубам. Какие есть разрубы? Тамбовский, Московский, Ленинградский. Какой самый честный? А? Оп, Ленинградский, он называется себе и людям. Какой самый жлобский? А? Знаешь, сейчас не мясник пошел,
а молотобоец. Проходи. Что такое квалификация? Когда ты все сам. Фух. И корову уложишь, и шкуру сдерешь, и тушку обработаешь. Правильно? Поехали. 30, 31, 32. Фух. Ну и правильно, а то взяли моду. Свободу им подавай, свободу. Передвижением большинства были брошены за решетку по прямому указанию военного диктатора Мапуту. Или берешь. Сегодня же архиепископ Танзании обвинил Мапуту в кровосмешении и каннибализме. Или берешь. Чуть не свежий, по-моему. Или берешь курицу за рубль 70. Смываешь ацетончиком клеймо и продаешь за 2,60. Это что у тебя? Альбом семейный наш. Большая семья. Ну, пошли покажу, где будешь жить. Вот тут и устраивайся. Живи сколько хочешь. Антикварь? Угу. Червонь за штуку. 25 не хочешь? Червонь. Сиреневенькую тебе и чурка не даст. Да ладно. Ха. Вот это моя мать. Смотри, успокойся, позвоним в милицию, подойди к зеркалу, посмотри на кого-то. Стой, сейчас обуем. Подожди. Объявим всесоюзный розыск, объявим сейчас. Давай, одевайся. Застегни мне платье. Господи, на меня смотри, сейчас буду. Да, давай курточку. Так, сейчас помогу. Верка, ну ладно. Случайно всесоюзный розыск объявить. Зачем? Так Вильям Артурович пропал. Невеста переживает. Мы сейчас идем искать его. Она не беременна? Чего ты взял? Чего ты глупости мне всяких говоришь? Я спрашиваю, Роза, знаешь, как объявить или не знаешь? Этот немой никогда не вернется. Я давно собирался спросить тебя, мама, кто мой отец? Нет, я имею в виду настоящего.
Я богословием овладел, над философией корпел, я медицину изучил, юриспруденцию долбил. Однако я при этом всем был остался дураком. В магистрах, в докторах хожу, и за нос 10 лет вожу учеников, как буквоед. Толкуя так и сяк предмет, но знание это дать не может. И этот вывод мне сердце гложет. Хоть я разумнее многих хватов, врачей, попов и адвокатов, их точно всех попутал леший, я ж перед чертом не опешу. Мне дух земли родней желаний. Благодаря его влиянию я рвусь вперед, как в хмелю, так доручаюсь, головой готов. За всех отдать я душу и твердо знаю, что не струшу в крушении час свой роковой. Клубятся облака, луна зашла, потух огонь светильный, дым. Красный луч скользит круг моего чела, а с потолка, бросая в дрожь, пахнуло жутью замогильной. Желанный дух, ты где-то здесь снуешь. Явись, явись. Ой, как сердце ноет. Кто звал меня? Да клял меня моим призывом настойчивым, нетерпеливым, и вот молил меня к нему явиться, услышать, жаждал увидать. Я жалился, пришел и глядь, в испуге вижу духовица. И это Фауст, который говорил со мной как равный, с превышением сил. Я в буре деяний, в житейских волнах, в огне, в воде, всегда, везде, в извечной смене смертей и рождений. Я океан, и зыбь развития, и ткацкий стан с волшебной нитью, где времени кинув сквозную канву, живую одежду я тку божеству. А куда вы дели моего сына? Вот что, голубчик, если вы не оставите Николая в покое, я буду вынужден обратиться в милицию. И не пытайтесь мне лгать.
В последнее время он только и говорит про вас. Какой вы добрый. В общем, если завтра Коля не будет дома... Кстати, не надо так выйти. Даже тогда, когда вы играете в духа. Простота и естественность. Вот главное в нашей профессии. Хорошо все-таки писали греки. Хорошо. Тема угадана верно. Но Гёте все-таки не драматург. Нельзя ли было выбрать что-нибудь другое? Дворецкого, например. А мне понравилось. Черт особенно сыграл хорошо свое. Как он, чертяка, христианскую душу соблазнил. Это бесспорно. Тут двух мнений быть не может. Однако должна вам заметить, вы ведь, наверное, комсомолец. Так какое время у нас сейчас на дворе? Демократизация. Ветры живительных перемен. А у вас, извините, что? Мистика. А по-моему, хорошо. Только дети б не испугались. Вот ты, парень, того страшен очень. Мне тоже показалось, что вы недостаточно вжились в роль духа. Каково будет мнение партийной организации? Дерзать, работать. Какое еще мнение? Международный суд в Страсбурге начал сегодня заочный разбор преступления диктатора Мбуту. Бывший советник президента подтвердил на вечернем заседании, что Мбуту виновен в каннибализме и геноциде. Мама? Ты здесь?
Махабхарата, стихи Рабиндраната Тагора, рассказы и повести Пилле, Чандра и других писателей. Готовятся к публикации индийской народной сказки. По сообщению агентства «Франс Пресс», президент республики генерал Мапуту умер от сердечного приступа.
Да ты неплохо выглядишь. А я скоро уеду. Печоры псковские. Слыхал про такое местечко? Там монастырь большой. Мы с ребятами договорились помочь им в реставрации. Бабки хорошие платят. И харчи, конечно. Папашка мой совсем рехнулся. Осваивает искусство мимики и жеста. Дружок у него какой-то новый появился. Глухонемой. Так он его языком овладел уже. К нему теперь толпы ходят. Он же у нас личность государственная. Ага, вот, нашел. Ты ведь пока болел, наверняка прошляпил. Что это? Подфартило. Скончались главный режиссер и директор из театра отца. И он теперь занимает оба эти поста. Слушай, ты не знаешь, что помогает от бессонницы? Элениум и димедрол. Я валерьяновые капли пью и ни черта. Ты куда? Душно что-то. Теперь говори. Что говорить? Про глухонемого. Все как было. Что было-то? Говори! К отцу пришел актер из этого театра мимики и жеста. Ну, вроде как похлопотать о чем-то, а они заперлись в кабинете. Тише. Дальше что было? Что дальше-то? Ну, глухонемой шел, а отец остался в сильном возбуждении. Я вот таким мало помню. А еще он сказал какую-то странную фразу о том, что теперь устроит человеческую жизнь по законам морали и права. О смерти директора и режиссера последовали после прихода немого. Да, после, только здесь никакой мистики нет. Ты понял? Понял, идиот? Лёш, у тебя нет димедрола или...
Вот, держи. Лучше либо Велениуму помогает. Только больше не принимай. А то больше 2, а то. Леша, сделай что-нибудь со звуком. Девальвация нравственных критериев, отгораживание от жизни рок-музыкой, этим выращенным в лабораториях западной антикультуры, неизбежно приведут положительный герой. Очень точно. Извините, а Михаил Михайлович дома? Его нет. Будет минут через 40, он в гараже. Проходите. Нет, я лучше попозже дойду.
Мне все известно. Зачем вам это? Вы же и так все имеете. Чины, деньги, власть. Откажитесь. Пожалейте хоть детей своих. Такие, как ты. А ваше поколение вообще не должно было появляться на свет. Вы же промотали все, что мы с таким трудом создали. Ну, а зачем тебе нож? Да выброси ты его. Ты же не судья. Разве ты можешь нас судить? Вы поколение незаконно рожденных. Нежным светом стены древнего Кремля, просыпается с рассветом вся советская страна. Холодок бежит в город. Ты не стой, брат, перед тюрьмою, и не стучи подборами. Пошел ты. Вова! Я в гости пошла к Маше.
Вова. Вов, я к Маше пошла в гости. Я приду. Скоро приду. Вот гады, и не топят, и не топят. Холодные батареи. Ты рефлектор включи, она нагреется. Слышь?